Вот уже двое суток темой номер один является ракетная атака Ирана по Израилю. Что это было за событие? Да, Так, давай, наверное, в тот момент надо зайти, посмотреть, что это было. Момент запуска, может, ракет сейчас на какой территории? Ирана. Это северный Иран. Ну, там несколько баз, откуда был произведен запуск этих ракет. Но они готовили, да, несомненно, этот ответ, прорабатывали цели, детали этого события. Так, что на четвертом плане, да? Четвертый уровень. Так, что это было. Так. Знаешь, там закручивалась вообще эта история. То есть над Ираном такое, знаешь, темное, как облако, такое покрывало. Там крутятся торнадо, такие небольшие. Это четвертый план, повторюсь. И там как-то формировалось такое большое торнадо темное, закручивающееся. Но это, видимо, отношение всего арабского мира, в принципе, к Израилю. Ну и в итоге это вылилось в то, что вот это созревавшее долго, ну как бы желание, что ли, восстановить справедливость, даже акт воздаяния. Ну то есть, знаешь, это у них как витало в воздухе, вот во всем Иране. Я сейчас про Иран. И вот накипело и направилось туда именно как торнадо большое. Оно направилось как торнадо к границе с Израилем. А далее это были такие тонкие маленькие каналы, которые сопровождали каждую ракету. То есть каждая ракета такая черная какая-то штука, за которой идет такой тонкий канал, черный как шлейф. Вот оттуда из того большого закручивающегося торнадо, котел такой. Вот они туда пошли. И сколько их было там? До 400 ракет. До 400 ракет. Ну, где-то половина достигла намеченных целей. Так, ну ладно, это третий план. Что четвертый? У Израиля на границе стоит какая-то стена такая прозрачная. Большая высокая стена, кстати. Она какая-то высокая, как целая такая. С Египтом и Сирией она уже не такая, ну, мощная, что ли. Она где-то даже немножко и просела. Но это именно со стороны Израиля такая, знаешь, как буфер такой, как защита. Вот она прозрачная, немножко такая зеркалистая, но она высокая, до 10, наверное, километров высоты, может даже больше. Это четвертый план. Я сейчас говорю про четвертый план. И вот эти ракеты, каналы вот эти, несущие посланников, ракеты как посланники, проходя через эту пленку, они ее как прорывали. Но часть все-таки не смогло прорвать. Ну, до половины все-таки достигла своих целей, а вот больше 200, да, израильтяне. Там не только, кстати, израильтяне смогли, да, погасить. То есть они не прошли через эту пленку. Это защита такая. Это технические детали, это не столько про цели, сколько про технику того, как это было. А что это было так? Ну, это, да, это накипело, не готовились. Ну, во-первых, вот эта пленка, она стала дрявой. Стена вот эта, нарушенная целостность. Но над Израилем тоже такое темное пространство. Но там, кстати, несколько вот этих меркаб находится над Израилем. В четвертом плане. Они тоже на высоте где-то под 20 километров. Черные такие, как кристаллические. Ну, там, знаешь, вокруг них черный, ну, как облака такие, как дым такой легкий. Вот, они держат, в принципе, эту территорию. Это их вотчина. да, они генерируют. Да, это, ну, как обереги, да, такие вот. Это все с Яху, несомненно, связано. Это его паства, прямая уже, так сказать. И вот этим действием они, когда пробили вот эту стену, вот там, где упали ракеты, там даже, по-моему, несколько и не взорвалось. Ну ладно, вот те, которые взорвались, ну, большинство, да, взорвалось. Кстати, достигли многие цели, которые они обозначили. Да, они били как-то по военным объектам. То есть это не по гражданским, а именно по военным целям. Понимаешь, они там как-то, эти попадания их, там как-то как разлилось что-то, как лава какая-то. Вообще вся система Израиля как государства на тонком плане, она пошатнулась, она так прогнулась. Ну, как Да, потеряла на какое-то время устойчивость, что ли.
Что-то они там все-таки этими посланниками, вот этими ракетами, это как посланники, на тонком плане это посланники, они что-то там все-таки сделали. Я пока не совсем понимаю. То есть они когда достигали своих целей, ну вот они взрываются, и знаешь, как разливается лава какая-то оранжевая. И вот там, в тех точках, вот она как разлилась. Ну там много, да, вот этих точек. Разлилась по части Израиля, не по всей, но по какой-то части Израиля. И такое ощущение, что они вот этим действом что-то они как и сожгли, вот эти вот посланники. Почему-то посланники прилетают. Именно на поверхности Израиля, ну вот на тонком плане, что-то они как зажгли. Давай посмотрим до этого, что там было, до удара вот этого. Знаешь, там пелена какая-то над всем Израилем, близко уже к поверхности, но это, видимо, с ментальными полями людей, жителей Израиля. Они вот этим действием разрушили какую-то целостную ткань эфирно-ментальных, ну, как установок, что ли, постулатов, каких-то незыблемых представлений о том, что ну как бы все будет хорошо, например, что мы под защитой, что с нами ничего не произойдет, вот как-то вот так. И вот они вот эту ментально-эфирную структуру над всем Израилем не полностью ее разрушили, но они ее очень сильно так встряхнули. Ну это как иллюзия. Знаешь, как очаги, как разъедающего средства, и начинает расползаться. Да-да, вот оно так и выглядит на самом деле на тонком плане. И оно именно как разрастается по всему полотну над Израилем. Оно как растекается, именно как лава. Такие мини-землетрясения, их много. И вот они, ну, как растекаются, как объединяются вот эти потоки. Вот что-то такое. Там даже, знаешь, вот есть такое ощущение, что вот это было до этого удара. Ну вот Израиль как территория на тонком плане, это что-то такое стабильное, как плато какое-то, железобетонное, да? А сейчас оно как пошатнулось и как потеряло устойчивость, как основы какие-то. Он такой раз, так тюнь, и наклонилось, так, и как вот качание такое. Но вот это вот их как устойчивость, вот это вот, ну как иллюзия устойчивости, естественно, мы говорим о представлениях людей. Она точно наклонилась, потеряна устойчивость, потеряна уверенность. Такое ощущение, что это как первые ласточки, что ли, относительно Израиля вообще как государства. Это, конечно, не про ближайшие там недели, да, или там месяцы. Может, это задел на десятилетие, но вот что-то там прямо как выбито, ну, как колонны, на которых стоял, условно говоря, Израиль в ментально-эфирном поле. Это как у дома, у которого сваи разрушены. Он еще стоит, этот дом, но он уже такой наклонился чуть-чуть. Что-то вот такое вот. Прям как потеря стабильности, устойчивости. Но знаешь, это еще связано с этими, с меркабами. Меркабы были подвижные до этого. Они группировались, когда возникала какая-то опасность. Они потеряли возможность, ну, как бы перемещаться. Они зафиксированы. А давай я посмотрю. Да, они точно держали это все, это 100%. Но что вот произошло с ними? Там, например, было 6 меркап. 6, но там какой-то и вверху еще был какой-то как смотритель вот за этой структурой. Так, и что было? Хорошо, ладно, вот они пролетели. Смотри, там вот эти меркабы, ну, и повторюсь, они где-то на высоте, допустим, ну, 20-30 километров, вот так вот. Но это в эфирном поле, это 4-й план. Напомню, 4-й план держит все то, что имеет отношение уже к более низкому. То есть 3-м плану это вот где уже люди. Вот мы вот где находимся, вот на физике, вот мы, наши физические тела, наша реальность. Вот это все держится на уровне выше. Ну, как программируется, да, там создаются какие-то паттерны, связи. Это вот оттуда все. То есть первичный всегда более высокий уровень. Так вот, часть меркап, знаешь, они были связаны с этой территорией как струнами вниз. То есть они как вот натянутые, они как держали вот эти территории. Но они еще держат. Это как, знаешь, у гитары порвались 3 струны. Вот так вот. Тум. И, видимо, поэтому и возникло вот это ощущение неустойчивости всего плато вот этого государства Израиль. Я не знаю, удержат ли там оставшиеся 3. Но там что-то срочное сейчас делается, я смотрю. Они пытаются восстановить связи. Ну, вот эту всю структуру управления, крышу, да, базовые вот эти настройки этой территории. Давай так назовем это.
Знаешь, они когда порвались, возникло ощущение потери устойчивости. Но это был первый звонок какой-то, уже такой серьезный. Ты хочешь сказать, что это именно следствие вот этого ракетного удара? Но если смотреть еще выше, то, конечно, там какие-то другие мотивы и моменты. Вот это ракетный удар — это уже то, что провелось на физике. Ну, то есть все закрепляется на физике. Это вот как бы дно, да, вот оно там закрепляется. Вот здесь у нас все закрепляется. И поэтому физические действия и то, что на физике проводится, ну, это как базовые элементы сочетания вообще структуры. Давай вернемся чуть раньше, посмотрим, может быть, на более высоком уровне, например, на пятом. Там скручивают какие-то струнные канаты, а там демонические структуры уже, кстати, наверху, пятый уровень. Это их программные уже какие-то вещи. Знаешь что? Они как типа вещи собирают, вот так это выглядит. То есть они скручивают, ну, там какие-то Узлы? каналы. Знаешь, они каналы, вот именно связи, управления, вот они как на руки себе накручивают, ну, как собираются, скручивают. Вот так. Я не знала, что на физике физические действия могут разрушить такие мощные магические обереги кристаллические. Нет. Ну, как бы не сами обереги, а связи. Физически нельзя рассматривать отдельно от того, что на четвертом плане. Это все одно, это все как матрешка матрешки. Естественно, физически являются проводниками эфирных, более высоких. Но когда это закрепляется на физике, это как якоря такие вставляются. Все процессы, которые выше, они тоже, ну, как есть обратная связь. То есть здесь же идет воздействие на физическое сознание людей параллельно. А физическое сознание людей реагирует на физические события. Понимаешь, вот они увидели взрывы, тревоги везде звучали, провели ночь, например, в убежищах. Это тоже влияние прямое на физическое сознание всех, кто в этом участвовал. И есть обратная связь выше уже, опять на четвертый и пятый уровень. Но это как волна сверху пошла, вот она дошла до дна, дотронулась, отрезонировала и пошла снова вверх. То есть вот дно вот это и есть третий уровень, где мы находимся. Понятно. Слушай, ну, похоже, это тоже программная штука. Они как сворачивают, по-моему. Ну, это вот над Израилем. А вот над Ираном, допустим, посмотрим. Это пятый уровень, сейчас смотрим. А над Ираном другие символы. Там месяц со звездой, по-моему. Да, месяц точно, по-моему, там какой-то еще есть значок. Звезда, по-моему, пятиконечная. Вот над Ираном вот такое покрывало, вот с такими хранителями. Это их уже территория. Это четвертый план. А на пятом? А на пятом что-то они делают там. В то время, когда вот над Израилем вот эти уже силы, которые были озвучены ранее, сматывают вот эти каналы связи, то над Ираном тоже какие-то большие сути. Что-то они там делают, кстати. Знаешь, что они что-то достают, по-моему. Они вообще не смотрят даже туда, в сторону Израиля. Они смотрят в обратную сторону. Я так понимаю, там Пакистан, Азербайджан, да, вот эти страны. То есть они вот туда даже не смотрят, они вот там. Там несколько тоже хранителей. Но там, знаешь что? Там как воронка, что ли. Вот это полотно на четвертом уровне над Ираном, такое темное, с полумесяцем. И вот оно там, где северо-восток, оно, знаешь, как вниз устремляется, как водопад такой. То есть оно вот как бы ровно, а вот в том месте оно такой раз сгибается и туда вниз куда-то полетело. Границы Афганистана с Туркменистаном и Ирана. Ну да, почему-то вот там. И что там такое? Там что-то просыпается. Ну, как именно пробуждается, активируется вот в этом месте. Там что-то светлое. Ну ладно, это мы не будем, наверное, изучать в подробностях. Но что-то там происходит. Сейчас я посмотрел выше. Там выше есть. Да, там есть хранитель. А там знаешь, какая штука? Уже в пятой мерности там купол, как вот купола у мечетей. Вот он такой именно вот на пятом уровне, ну, он как энергетический. Вот такого вида, ну, вот как православные купола. Вот типа такого что-то. Вверх прям туда. А, это портальная, по-моему, история. Это, наверное, управление вот этой всей вообще структурой. Ну, как религиозной. Ну, а так на пятом уровне тут вот как-то и я не вижу никого. Нет, есть какие-то там такие полупрозрачные пастухи, что ли, какие-то смотрители. Да, это звучат как хранители, какие-то как пастухи. Так, там воронка идет.
Туда уже, в Теру, вглубь. Воронка какая-то. Там какой-то рубин, большой рубин. Ну, так, как кристалл рубин. Он большой, он, ну, может, метров 20 в диаметре. Ну, приличный. Ну, как пятиэтажный дом, допустим. Но это на 4 плане, напомню. Знаешь, он активируется, он будет вот это все полотно над Ираном, которое, ну, это вот идеология официальная. Там какое-то напряжение возникло вот с тем рубином, но он на глубине там до нескольких километров от поверхности, от физической поверхности. Хотя он имеет физическую, по-моему, форму. И вот он, вот это полотно, которое над Ираном, но оно большое, вот территория Ирана, это большое государство. Там прямо вот напряжение, вот как, знаешь, то ли он стягивает, то ли он... Я даже не знаю, но вот напряжение там есть. Что это за напряжение такое? Хорошо, давай я не буду, потому что я могу исследовать все вообще. Да. Скорее всего, хранителем чего является Радомир. А может и так, кстати. Вполне может и так. Ну, вот может он активировался. Ну, не знаю. В общем, ну, как предположение, как идея, да, может и так. Ну, в общем, вот это событие, то, что произошло, это первый как бы удар колокола для Израиля вообще как государства, как его существование, вот так скажем. Но это ощутимо пока только на 4 уровне, а на 5 это уже видно. На 3 уровне, вот где мы находимся, но это как какое-то военное событие. Израильтяне, конечно, это оценивают как акт агрессии. Иранцы и весь арабский мир — это как акт возмездия, воздаяния. По-разному это оценивают люди на разных территориях. Но это вот так. Но это, в общем, что-то про то, что ожидает проект Израиля, похоже, в будущем, может, даже и в ближайшем. Хорошо. Благодарю тебя.